1 ноября 1968 года. Москва. В 6:30 утра секретарь ЦК КПСС Дмитрий Устинов, отвечавший за оборонную промышленность, был уже в своем рабочем кабинете. Он знал, что его звонка ждет руководитель страны Леонид Брежнев. Еще 11 дней назад Устинов должен был доложить ему об уничтожении совершенно секретным видом оружия опасного космического объекта. Но первая стрельба оказалась неудачной. Напряжение было действительно очень сильное. Понимаете, все, во-первых, все ожидали в первом пуске, казалось бы, так все подготовили, так все сделало, что но не должно было быть никакого промаха. А здесь получилась, значит, такая неприятность. Секретарь ЦК Дмитрий Устинов нервничал. Он ждал звонка из Байконура, конструктора Анатолия Савина, само имя которого было одним из самых охраняемых секретов Советского Союза. Расчеты ученого показывали, что утреннее время идеально для возобновления охоты за опасным космическим объектом. Время запуска, оно определяется, во-первых, прохождением спутника цели и временем, которое остается, когда он прошел по обнаружителю до старта, когда нужно стрелять. Ровно в назначенный час ракета-носитель «Циклон-2А» стартовала. Она несла на борту новейший космический аппарат со осколочно-фугасным боезарядом. У Дмитрия Устинова действительно имелись серьезные основания для волнений. В этот день проводились первые в мире военные учения в космосе. Цель была учебная, но оружие настоящее. Свою боевую задачу должен был выполнить первый в мире истребитель спутников, созданный советским конструктором. И сегодня мы имеем уникальную возможность впервые показать вам это космическое оружие и рассказать об удивительной судьбе его создателя, Анатолия Ивановича Савина. Сезон космической охоты. 1941 год. Сталинград. В жаркие полуденные часы 22 июня группа студентов 4-го курса артиллерийского факультета МВТУ имени Баумана возвращалась с утренней рыбалки на Волге. Одного из них звали Анатолий Савин. Мы увидели такое какое-то необычное оживление на пристани, куда мы причалили с лодкой. И там сказали «война». И вообще это было такое потрясение, что просто я даже до сих пор вспоминаю это так отчетливо, как все равно это сегодня происходит. Великая Отечественная война в корне изменила судьбу миллионов советских людей. Не был исключением и Анатолий Савин. По особому решению правительства его, как молодого специалиста, направляют на Горьковский артиллерийский завод номер 92. Там налаживалось производство дивизионных пушек ЗИС-3 талантливого ученого Василия Грабина. Пушка очень хорошая. Она была минимально короткие сроки создана, минимально короткие сроки. И тогда нарком Устинов лично занимался этой пушкой и докладывал верховному главнокомандующему чуть ли не каждый день о ходе разработки и принятия на вооружение. Заводские цеха и конструкторский отдел, который в 1943 году возглавит 22-летний Савин, и станут для него передовой на все 4 года войны. Но сделать на этом посту он успеет многое. Среди разработок начинавшего конструктора были новые противооткатные устройства для ЗИС-3, метод конвейерной сборки орудий и 85-миллиметровая пушка для знаменитых танков Второй мировой Т-34. С первыми атомными бомбардировками началась новая эпоха в истории человечества. Советскому Союзу необходимо было восстановить паритет. Стали собирать промышленность именно для изготовления таких вещей, которые, в общем-то, были совершенно новые, и никто даже не знал, как их надо делать, понимаете? То есть это с нуля начиналось. Создание первой советской атомной бомбы, названной РДС-1, стало грандиозной научной и технической проблемой. Аббревиатуру РДС ученые в шутку расшифровывали фразой «Россия делает сама». Но если работы по созданию самой бомбы были ускорены благодаря помощи советской разведки,
то с технологией получения оружейного плутония даже спецслужбы помочь были бессильны. Разработка промышленного оборудования для обогащения урана была поручена артиллерийскому конструктору Анатолию Савину. Если получается результат, значит, там дача, автомобиль, бесплатный проезд, сталинская премия, орден Ленина и так далее. Вот это ждет его такая награда. Ну, а если не сделать, то вы сами понимаете, какая ждет тогда награда. В 1949 году президент США Труман визирует новый план нападения на Советский Союз, получивший название «Дропшот», согласно которому в первой фазе войны 300 советских городов должны подвергнуться атомной бомбардировке. Работы по атомному проекту в СССР не прекращаются ни на минуту. Уже в июле того же года на промышленных установках Анатолия Савина был получен оружейный плутоний необходимой концентрации. А через месяц, 29 августа, на Семипалатинском полигоне успешно испытано изделие РДС-1. Ядерная монополия Америки была ликвидирована. В рамках атомного проекта перед Анатолием Савиным открывалась блестящая перспектива. Созданное им КБ вскоре занялось разработкой ядерных реакторов. Сам Савин в 1951 году впервые со студенческих лет смог съездить в отпуск на юг. Но уже через несколько дней он вынужден был немедленно выехать в Москву, не успев даже переобуть пляжных сандалий. В таком виде я приехал, значит, все, меня сразу, значит, сказали, вот будешь работать здесь, здесь-то, и даже не дают возможности выехать переодеться. Понимаете, вот первые месяцы я так в таком летнем обмундировании начинал работать. Очередное сверхсекретное место назначения называлось КБ-1, главным конструктором которого был Серго Берия, сын наркома внутренних дел. Вскоре Савин становится его заместителем. Это КБ занималось абсолютно новым для Анатолия Ивановича масштабным проектом – созданием крылатых радиоуправляемых ракет. Первая крылатая ракета, она должна была вооружать бомбардировщики военно-морского флота. В основном она была направлена на то, чтобы бороться с кораблями, ракетоносцами и носителями истребителей, авианосцев. В 50-е годы превосходство американских ВМС было подавляющим. Их основой являлись ударные авианосные соединения. Проектируемая в КБ-1 система для уничтожения плавучих аэродромов получила название «Комета». Первая в мире крылатая ракета КС-1 представляла собой модификацию реактивного самолета МиГ-15, начиненного взрывчаткой. Вместо кабины внутри устанавливалась электронная система самонаведения на цель. Каждую детальку необходимо было нарисовать, каждую детальку необходимо было спроектировать, да еще с таким расчетом, чтобы бортовая аппаратура заняла поменьше веса, поменьше места и получше, понадежнее работала. Это было очень много конструкторской работы. И вот Анатолий Иванович командовал этим всем. Курировал проект недавний выпускник Ленинградской военной академии имени Можайского Константин Власко-Власов, ставший соратником и другом Анатолия Савина. Всего за какие-то полгода комета была готова к испытанию. Ракета крепилась под крылом бомбардировщика Ту-4. В качестве мишени был выбран списанный крейсер «Красный Кавказ». Расстояние там было порядка 100 с лишним километров. Вот вы стреляете по кораблю, видите он с высоты там на 100 с лишним километров, отцепляете эту самую штуку, и она идет сначала по лучу. Чтобы не терять самолет-снаряд и дорогостоящую электронную аппаратуру управления, конструкторы приняли нестандартное решение. В ракете установили кабину летчика. В начальные минуты полета он должен был только контролировать работу автоматики. И лишь за несколько секунд до попадания в цель летчик на скорости 1000 км в час должен был взять управление на себя, выйти из пике, развернуться и приземлиться на аэродроме. Сбрасывается снаряд, он немножко проваливается и быстро уходит вперед, обгоняя носитель. Так вот, перед лицом летчика за несколько метров, там, ну, считайте, метров максимум 3, не больше, вертятся эти мощнейшие пропеллеры
двигателей самолета Ту-4. Первым этот смертельно опасный эксперимент решился выполнить знаменитый советский ас, дважды Герой Советского Союза, летчик-испытатель, подполковник Амитхан Султан. За смертельный риск летчик Султан Амитхан получил огромный гонорар, равный по стоимости редкому и дорогому в то время автомобилю «Победа». Но конструкторы требовали продолжения рискованных испытаний. После 10-го полета кто-то из чиновников, переживая, что Амитхан может стать миллионером, подготовил проект резолюции об уменьшении гонорара в 2 раза. Увидев эту бумагу, Амитхан размашисто написал на ней: «Моя вдова не согласна». Говорят, что именно в таком виде документ попал на стол Сталина. По свидетельству очевидцев, Сталин задумался и написал на ней: «Согласен с мнением вдовы». Испытания были продолжены. Когда стало ясно, что система самонаведения работает надежно, кабину летчика убрали, и начались пуски ракеты в обычном режиме, но без боезаряда. Первые же результаты стрельб оказались ошеломляющими. КС-1 проходила бронированные борта крейсера, словно нож сквозь масло. Он попадал в транспорт или попадал в крейсер, прошивал его насквозь. На входном, ну как сказать, на входной части он пробивал 3 дыры. Одна дыра была размером примерно с фюзеляж самолета, и 2 маленьких от крыльев. Наконец, можно было приступать к боевым пускам. 21 ноября 1952 года от бомбардировщика Ту-4 отделилась крылатая ракета и по радиолучу устремилась на цель. Расчеты показывали, что крейсер должен выдержать как минимум несколько попаданий. Но то, что увидели собравшиеся на испытаниях, потрясало. Мощнейший взрыв буквально разломил корабль. Мы впервые рассчитывали на какой-то эффект, что, ну, не потопить, так хотя бы сделать, вывести из строя корабль. Это было бы очень хорошо. Однако закончилось это, ну, с точки зрения корабля очень печально, а с точки зрения системы очень, ну, как вам сказать, красиво, фундаментально. Очень скоро система «Комета» была принята на вооружение авиации ВМФ и стала родоначальницей целого класса крылатых ракет. Но у руководителей КБ-1 начались неприятности. После ареста и расстрела Лаврентия Берии его сын Серго был отстранен от руководства. Причем был митинг такой довольно неприятный в КБ-1. Многие начали выступать, поливать, значит, и в том числе даже соратники, которые были из КГБ, тоже начали говорить об этом деле. Работу заместителем у сына разоблаченного шпиона и врага народа Савину не простили. Он был понижен в должности и назначен руководителем подразделения КБ-1, продолжавшего заниматься крылатыми ракетами. Но вскоре ученого ожидал новый крутой поворот. Утром 4 октября 1957 года весь мир обсуждал успешный вывод на орбиту советского искусственного спутника Земли. Это событие потрясло американцев и нанесло удар по престижу США. 28 февраля 1959 года. Москва, первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву. Совершенно секретно. Докладываю, сегодня США в рамках программы «Корона» вывели на орбиту первый военный экспериментальный разведывательный спутник «Дискавери». Среди первоочередных объектов для его наблюдения значатся основные военно-промышленные и административно-хозяйственные центры СССР. Председатель КГБ при Совете министров СССР Иван Александрович Серов. Получив это сообщение, Хрущев пришел в ярость. Их надо сбивать так же, как американские самолеты-шпионы, летавшие над Советским Союзом. И в начале 1960 года он подписал распоряжение о создании противоспутниковой обороны. Автором этого проекта, еще совсем недавно считавшегося фантастическим, стал известный конструктор Владимир Челомей. Он, по всей вероятности, следил и за американскими работами, что американцы делают по космосу в первую очередь. А американцы в это время разрабатывали новую систему Сейнт, которая
была предназначалась специально для перехвата космических аппаратов. Вскоре Владимир Челомей появился в КБ-1 и предложил работавшему там конструктору ПВО Москвы Александру Расплетину заняться противоспутниковой обороной. Расплетин, сославшись на занятость, отказался от сотрудничества, но посоветовал обратиться к Савину. Инициатива была, правда, со стороны Челомея. Ему кто-то подсказал, что для того, чтобы управленцев кого-то взять, вот надо пригласить Савина. Он меня пригласил, мы с ним договорились. Система ИС должна была стать советским ответом американской программе «Сейн». Но в отличие от американцев, Челомей предлагал стрелять по спутникам не с Земли, а создать космический аппарат-перехватчик, который смог бы охотиться за военными спутниками непосредственно в космосе. Его с самого начала назвали ИС. А как истребитель спутников открыто стали называть только года через 3, через 4. Либо это удачно так получилось, либо Владимир Николаевич Челомей специально, истребитель спутников, эти две буквы взял в это оглавление. Владимир Челомей занялся разработкой ракет-носителя УР-200 и космического аппарата. Анатолию Савину он предложил создать систему управления истребителей спутников и наземный командный комплекс. Однако очень скоро стало ясно, что именно Савину была предложена самая сложная и для того времени просто нереализуемая часть проекта. Я прямо могу сказать, что когда я взялся за все эти вещи, то даже в КБ-1 никто не верил в то, что такую систему не удастся сделать, понимаете. Там говорили, что Савин лезет на стенку, на вертикальную стенку. Труднейшей конструкторской проблемой было даже не само обнаружение космического аппарата вероятного противника, а определение степени его опасности и расчет траектории поражения. Савин пришел к выводу, что эффективное управление такой системой можно обеспечить только при условии ее полной автоматизации. Стартовые позиции истребителей расположились на Байконуре. Задачу обнаружения спутников противника решали радиолокационные узлы в районе Иркутска и озера Балхаш. Но замыкалась система в едином командном пункте, построенном в Подмосковье. Надо было получить траекторию с одного пункта. А до этого это по всей стране были пункты разбросаны. Но все считали, что это неразрешимая задача. Вот я ее поставил и выделил отдельно. И первое, что сделал, вот доказал, что то, что вот я сделал, получилось. В 1963 году Челомей собрал первый перехватчик. Необходимо было испытать его в космосе. Однако ракета-носитель до сих пор не была готова. Одно за другим ее испытания заканчивались неудачей. Утешало лишь то, что и у американцев с противоспутниковой системой тоже было не все гладко. 14 апреля 1964 года. Москва, первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву. Совершенно секретно. По достоверным сведениям, разработка НАСА противоспутникового оружия «Сейнт» тормозится крайне низкой эффективностью ракетной техники. Точность наведения ракет Nike Zevs и Тор позволяет использовать их только в качестве носителей ядерного оружия. Эксперты Пентагона всерьез рассматривают вопрос о закрытии финансирования программы. Председатель КГБ СССР Владимир Ефимович Семичастный. 14 октября 1964 года на внеочередном пленуме ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев был отстранен от должности первого секретаря ЦК партии. Смена руководства страны напрямую сказалась и на судьбе проекта ИС. Челомея отстранили от руководства проекта, оставив за ним разработку космических аппаратов-перехватчиков. Вскоре, по предложению первого заместителя председателя Совмина Дмитрия Устинова, руководству проектом поручили Анатолию Савину, а создание ракеты-носителя Р-36 Михаилу Янгелю. Система целиком как бы была моя, а он как бы в этой системе имел вот это очень важное звено ракетно-космический комплекс. Потому что он, когда запускает спутник, у него, значит, ракета отваливается, спутник вышел на орбиту, и дальше он уже ничего не может делать. А дальше вся процедура моя, понимаете? Но после перехода на новую ракету «Янгеля» под нее несколько лет пришлось переделывать стартовый стол на Байконур.
Только 4 года спустя, осенью 1968 года, Савин смог доложить руководству страны о готовности к испытаниям системы ИС. Все эти космические пуски, не только наш, но обязательно докладывается не только Устинову, докладывается и Брежневу. В строго охраняемом ангаре в полной боевой готовности стояла ракета-носитель Р-36, которой предстояло вывести в космос новое оружие, в саму возможность создания которого тогда мало кто верил. Сейчас вы впервые видите уникальные кадры, рассекреченные специально для нашего фильма. На них запечатлен истребитель спутников. Космический охотник не поражал размером. 6-метровый аппарат состоял из силовой рамы, цилиндрического приборного отсека, двигательной установки со сферическими топливными баками и набором двигателей. Космический аппарат, у которого была система управления из 17 двигателей. 5 двигателей мощных, которым аппарат маневрировал, выходя на разные высоты или меняя угол наклонения орбиты. И остальные двигатели, тоже все реактивные двигатели, но малой тяги, для ориентации и стабилизации. Боевые заряды располагались в контейнерах, которые выдвигались в сторону цели на специальных штангах. Истребитель должен был атаковать намеченную цель с расстояния 400 метров облаком вот таких обычных металлических шариков. В вакууме 30-граммовые металлические шарики могли достигать скорости 15 километров в секунду и пробивать стальной лист толщиной более 10 сантиметров. Но фактически истребитель спутников был звездным камикадзе. Чтобы уничтожить цель, он должен был взорваться сам. 1968 год. Обстановка в мире накалена. Попытка чехословацкого руководства начать политические реформы закончилась введением советских танков в Прагу. На другом конце света американцы увязли в затяжной войне во Вьетнаме. Ранним утром 19 октября 1968 года на подмосковный командный пункт системы ИС поступил сигнал об обнаружении спутника мишени И-2БМ. Через сутки с Байконура на орбиту для его перехвата вывели спутник-охотник. С Земли на его борт была отдана команда на уничтожение мишени. Космическая охота началась. Сидишь в бункере, значит, запускаешь эту штуку, потом, значит, оттуда вылезаешь и бегом на командный пункт. И там уже смотришь, как все это делается, идет информация, где спутник, что он делает. За 50 километров истребитель стал поворачиваться навстречу цели. Включился боковой двигатель для точного наведения на цель. Он должен был выключиться через несколько секунд после выполнения маневра. Но этого не произошло. Это означало одно – истребитель сбился с курса. Вскоре, затормозившись, космический охотник упал в Атлантическом океане вблизи мыса Горн. В правительстве были очень не просто разочарованы, но раздосадованы, скажем, по-настоящему. И мне даже вот Леонид Иванович Горшков, он мне сказал, говорит, второй раз не попадешь, не приезжай, говорит. Фатальная ошибка была допущена в программном обеспечении бокового двигателя. Сигнал на отключение запаздывал в доли секунды, но этого хватало, чтобы истребитель выходил из строя. Доработка оказалась пустяковой, и вскоре Савин доложил в Москву об устранении неполадок. Госкомиссия назначила повторное испытание на утро 1 ноября. Старт был в 8 часов утра. Мы уже вступили в управление космическим аппаратом, его траекторию померили, заложили на борт корректирующие команды, и примерно через 1,5 часа произошла встреча. На командном пункте все присутствующие напряженно всматривались в показания прибора. И через час томительного ожидания спутник-мишень выдал 32 сигнала о попадании в него поражающих элементов космического охотника. И замолчал. Это означало, что задание выполнено. В научных кругах до сих пор вспоминают одну веселую байку об этом историческом событии.
Когда стало ясно, что спутник-мишень сбит, Анатолий Савин решил немедленно связаться с Дмитрием Устиновым. Но под рукой оказался только телефон открытой связи. И тогда, чтобы не томить секретаря ЦК и не раскрыть важнейшую государственную тайну, Анатолий Савин зашифровал свой секретный доклад шутливой фразой. Жених встретил невесту и поцеловал ее 32 раза. Именно столько попаданий зафиксировала аппаратура спутника мишени. Сам Анатолий Иванович согласен не со всеми деталями этой истории. Но вряд ли стоит удивляться, что личности и события подобного масштаба обрастают легендами. В 1974 году руководимое Анатолием Савиным ОКБ-41 было преобразовано в самостоятельный институт «Комета». Уникальному научному коллективу было поручено заниматься созданием космической системы морской разведки и эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. Одновременно продолжались боевые испытания истребителей-спутников на разных высотах и траекториях. И в 1981 году система ИС была принята на вооружение советской армии. К этому времени с помощью специального датчика истребители научились определять даже наличие ядерного боезаряда в мишени. Одну из модификаций «Охотника» приспособили для сбора космического мусора. ИС является не только родоначальником истребителя спутника. Она является родоначальником системы контроля космического пространства. Впервые приборы или радиолокационные станции контроля космического пространства были сделаны в системе ИС и для системы ИС. – 1982 год. Начался новый виток гонки вооружений. Объявленный президентом США Рональдом Рейганом крестовый поход против коммунизма начался с развертывания в Европе ракет средней дальности «Першинг-2». Советский Союз ответил на эту угрозу совершенно неожиданным образом. 14 июня 1982 года. Пентагон, округ Колумбия. Министру обороны США. Совершенно секретно. Согласно оперативным данным, ряд стратегических соединений частей вооруженных сил СССР приведен в полную боевую готовность. В море развернута дивизия атомных ракетных подводных лодок, в воздух поднят полк ракетоносной дальней авиации. Активизировалась деятельность дежурных сил в ракетных войсках стратегического назначения. Подробности выясняются. Начальник разведуправления Министерства обороны США. Военные учения советских ракетно-ядерных сил, обеспокоившие американцев, получили название «Семичасовая ядерная война». По их легенде, в ответ на агрессию Соединенных Штатов, наши войска наносили встречный удар по территории Америки. В тот день в 6 утра с полигона Капустин-Яр стартовала баллистическая ракета средней дальности «Пионер» и 2 межконтинентальные ракеты. Через четверть часа все боеголовки были успешно поражены противоракетой. С военных кораблей, подводных лодок и ракетоносцев Ту-95 была запущена целая серия крылатых ракет. В 11 часов с космодрома Байконур стартовала ракета с истребителем спутников «Уран», который начал охоту за спутником-мишенью «Лира». Это был последний раз, когда советское руководство проявило железную волю. Лидеры западных держав испытали настоящий шок от продемонстрированной боевой мощи и слаженности действий советской армии. Но по некоторым данным, именно информация о наличии у нашей страны истребителей-спутников по-настоящему потрясла Рональда Рейгана. Следующий ход в войне нервов, которую вели сверхдержавы, ждали от американского президента. И он его сделал. 24 марта 1983 года президент США выступил по национальному телевидению и обнародовал знаменитую стратегическую оборонную инициативу СОИ, получившую название «Звездные войны». Народу Америки была обещана скорая победа в ядерной войне с помощью космического оружия. Когда Рейган объявил в марте 1983 года о программе СОИ, то чтобы как-то сдержать милитаризацию космоса, наш глава правительства и государства Андропов принял решение о прекращении испытаний комплекса противоракетной обороны.
Но и после этого в Вашингтоне от создания космических вооружений не отказались. Соединенные Штаты продолжили реализовывать в космосе свои военные проекты. 26 августа 1983 года. Москва. Начальнику Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Совершенно секретно. В США продолжаются ускоренные работы по созданию противоспутникового комплекса «Асад» на базе самолета F-15 с ракетами класса «Воздух-космос» с РЭМ «Альтаир», которые могут быть применены для поражения космических объектов на высотах до 1000 километров. В комплексе применяются ракеты с неядерной боеголовкой. Военный атташе СССР в США. В ответ на это советские ученые предложили руководству страны концепцию разумного асимметричного ответа. Стоявшая на вооружении советской армии система ИС уничтожением нескольких ключевых звеньев могла легко вывести из строя любую орбитальную группировку противника. У нас против них есть тоже соответствующая защита. Так вот, вместо того, чтобы все эти вещи разрабатывать, легче уничтожить вот какие-то отдельные элементы, которые не дадут возможность полностью реализовать вот этот план рейгановских войн. В эти годы в Советском Союзе завершалось создание системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Геостационарные спутники группировки «Ока» просматривали практически всю поверхность земного шара. Старты баллистических ракет спутники определяли в инфракрасном диапазоне. Никто не верил до этого, что можно обнаружить старт ракеты, одиночной ракеты. А Анатолий Иванович решил эту проблему, что дало возможность информировать руководящий состав страны и руководство страны в течение того времени, которое позволяло принять определенное решение. На орбите успешно работала и отечественная система морской космической разведки, проходившая под шифром как система УС. Морская космическая система разведки и целеуказания – это вот была одна из крупных работ, которая предназначена была для того, чтобы уничтожить носители ракетно-ядерного вооружения, то есть авианосцы, которые могли иметь истребители и подвозить их поближе сюда к нам. Все советские орбитальные группировки были объединены в единую систему противокосмической и противоракетной обороны. В отличие от американской, она была полностью автоматизирована и за 30 лет существования не дала ни одного серьезного сбоя. А американцы несколько раз, у них срабатывала эта система ложных тревог, вот, и они даже были случаи, когда они поднимали свои стратегические бомбардировщики с полным зарядом, которые шли в направлении Советского Союза, и потом их возвращали уже в пути. Весна 1993 года. Закончилась почти 40-летняя эпоха Холодной войны. В Новой России на фоне политического кризиса разразился и кризис экономический. Коллектив ЦНИ «Комета» получил неожиданное известие. Указом президента Бориса Ельцина сворачиваются все работы по созданию истребителей-спутников. Находящиеся на вооружении комплексы ИС снимаются с боевого дежурства. Систему ИС отдали на растерзание. Но, с другой стороны, какое же здесь миролюбие особое, что мы не будем сбивать спутники в космосе? Да мы их и не сбивали. Мы свои цели только, мы свои только мишени сбивали. Американских мы никогда не трогали. И не только американских, ничьих других. Мы не собирались американцев сбивать. Мы говорили, но если только американцы перейдут какую-то границу, вот тогда мы могли бы это применить. Общими усилиями военных и ученых тогда все-таки удалось убедить Ельцина, что систему ИС уничтожать нельзя. И хотя система была снята с вооружения, все ее основные элементы лишь законсервированы. В случае необходимости эскадрилья модифицированных космических охотников может быть восстановлена в достаточно короткие сроки. Она является основой того,
что спутнику, то есть неприятелю, она предоставляет очень большие сложности. Он должен с этим считаться. А считаясь, он соответствующим образом идет и на какие-то уступки. К началу 21 века создалась ситуация, при которой страна, обладающая уникальными научно-техническими разработками, стояла перед угрозой потери своей производственной базы. Одной из мер спасения стало объединение ряда предприятий в единую организацию – концерн ПВО «Алмаз-Антей». Необходимы были какие-то кардинальные решения, которые позволили бы сохранить имеющийся потенциал и обеспечить мобилизацию ресурсов для выполнения программ по созданию систем и комплексов противовоздушной обороны и нестратегической противоракетной обороны. Труднейшей и ответственной проблемой стал выбор генерального конструктора. Такой человек должен был обладать непререкаемым авторитетом среди специалистов и в сложнейших условиях решать задачи, которые кажутся невыполнимыми. Ну вот как раз таким критериям, на мой взгляд, соответствует Анатолий Иванович. Это действительно, наверное, национальное достояние и задача той администрации, той организации, в которой такие люди работают, просто создать условия для того, чтобы они могли создавать, чтобы они могли работать. — 17 октября 2004 года. На следующий день после первого полета в космос китайского космонавта Ян Лилея представитель Министерства обороны США заявил, что в ближайшие 20 лет Америка может столкнуться с необходимостью ведения боевых действий в космосе. Односторонний выход Соединенных Штатов из договора по ПРО и работы по созданию собственной системы противоракетной обороны свидетельствует о серьезности их намерений. Если в дальнейшем будет продолжаться вот такая тенденция, которая сейчас опять начала развиваться, о том, что можно создать систему противоракетной обороны широкомасштабную, это путь, по сути, к уничтожению человечества в целом и вообще цивилизации на планете. Расходы Пентагона на военную космическую программу в ближайшее время будут увеличены до $50 миллиардов в год. К 2010 году предполагается вывести на орбиту 3 тестовых спутника-перехватчика. Полным ходом продолжаются разработки и космической ядерной мини-бомбы. При таком развитии событий вскоре земную цивилизацию могут ожидать реальные звездные войны. Ничто так не раздражает Анатолия Савина, как попытки некоторых журналистов прозвать его крестным отцом звездных войн. На самом деле, главный смысл формулы деятельности выдающегося российского конструктора заключается в одном – не допустить никаких войн, ни звездных, ни земных. И в том, что мы уже более полувека живем без глобальных военных конфликтов, есть немалая заслуга нашего современника Анатолия Ивановича Савина. Но все-таки почти каждый, так сказать, свой замысел я доводил до конца, понимаете? А это, наверное, наиболее яркое проявление счастья, на мой взгляд. Когда ты что-то задумал, у тебя все это получается.